Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о такой замечательной штуке, как Celery. Celery – это распределенная очередь задач, написанная на языке Python. С помощью Celery можно делать много замечательных вещей. Например, сгружать тяжелые задачи, такие как пакетная обработка данных, длительные расчеты, еще что-то, отдельным процессом или даже отдельным серверам. И не останавливать главное приложение на то время, пока идут длительные вычисления или обработка. Также с помощью дополнительных пакетов к Celery, с помощью расширений, можно выставлять периодические задачи. Выставлять задачи, которые будут срабатывать в определенное время. Очень классная штука. Давайте посмотрим на схеме, которую я нарисовал, что это такое, чтобы понять, с чем мы столкнулись. Значит, у нас имеется работающее Django приложение, при обращении к главной странице которого ставится в очередь задача. Задачу подхватывает воркер, скачивает рандомный файл с изображением кота и сохраняет его в эту папку. Работает это так. Жму кнопку «Обновить», обращаюсь к приложению, выставляется задача. Вот много-много-много раз нажимаю, в этот момент идет скачивание, и мы видим, что файлы докачиваются, при том, что основное мое приложение, оно не приостановилось ни на секунду, то есть оно быстро поставило задачу и закончило свою работу. Оно не дожидается того момента, как задача будет выполнена. Этим занимается отдельный компонент Worker. Ну что, переходим к пошаговой реализации нашего демо-проекта. Вот так выглядит Celery в общем виде. Посередине у нас очередь. Это сервис. Это может быть отдельный сервер. Это может быть отдельный поток. Это может быть отдельный контейнер, как в моем случае, в котором работает сервис очереди. Django поддерживает Redis, RabbitMQ и еще что-то у них в экспериментальном режиме. В моем видео я буду использовать брокер, вот эту очередь Redis. То есть это штука, в которой стоит очередь из сообщений. Работает она в отдельном потоке, либо в отдельном сервере. С одной стороны есть поставщики задач, task-продюсеры. Это приложение, которое ставит в очередь задачу. Говорит: вот эту задачу я хочу выполнить, и ставит в очередь. Таких продюсеров, task-продюсеров, может быть много. Они могут располагаться в одном приложении, располагаться в нескольких приложениях, располагаться на разных серверах. Коммуникация, постановка задач в очередь происходит по сети, сетевое взаимодействие. С другой стороны есть воркеры. Это те, кто исполняет задачу. Они подписаны на очередь, то есть ждут, как только в очереди появляется задача. Они берут ее на себя, выполняют и отчитываются о результате. Воркеры — это тоже программное обеспечение, которое может работать на разных серверах, может на одном, в одном потоке, то есть очень большая гибкость. Собственно, из комбинации вот этих факторов и строится название продукта пакета Celery, что это распределенная, что распределена на несколько даже физических устройств. Очередь, вот очередь. Сама очередь может тоже быть реализована на нескольких устройствах. Задач, то есть через эту очередь текут задачи. Одни приложения эти задачи ставят, вторые приложения эти задачи выполняют. Итак, на что посмотрим в нашем демо-проекте? В нашем демо-проекте будем использовать проект на основе Django, в котором будет реализована одна простая задачка. При заходе на главную страницу мы будем видеть сообщение, что происходит загрузка фотографии кота. Это левая часть приложения. Загрузку кота, непосредственно фотографии рандомного случайного кота, будет выполнять из интернета отдельное приложение Worker. Итак, наше основное приложение будет
выставлять задачу в очередь в Redis. Задача будет стоять, находиться в очереди до того момента, как ее возьмет оттуда воркер и исполнит. Итак, начнем создание нашего тестового приложения для Celery. В моем редакторе открыта папка, заготовленная для проекта целиком. Начнем с того, что инициализируем пустой гид репозиторий. Вторым шагом создадим пустой пока файл readme. Так, далее создадим файл gitignore. Файл gitignore создан. Наполнение этого файла я взял с GitHub, пример для Python. На этом подготовительные мероприятия закончены. Первым шагом нам нужно создать пустое Django приложение, которое будет одновременно и продюсером, и воркером. Создадим папку и переоткроем наш VS Code в этой папке. Итак, VS Code открыт. Первый шаг. Создаем виртуальное окружение. Активируем его и устанавливаем необходимые зависимости для нашего приложения. Ну, прежде всего, это сама Django. Создаем наш проект. Так, видим, проект создался. Переименуем внешнюю папку. Можно попробовать запустить, но смысла особого нет, он, конечно же, заработает. Дальше создадим файл requirements.txt. Теперь нам необходимо установить саму Celery. Итак, начинаем мы с этого раздела документации. Первые шаги Celery. Выбираем брокер. Как вы видели на схеме, будем использовать брокер Redis. И переходим к установке. Так, Installing Celery. Здесь ничего сложного. Нужно установить дополнительную зависимость. Все хорошо установилось. Ну и нам понадобится клиент для связи с нашим брокером, с нашей очередью сообщений. На этом вроде все. Управлять нашими контейнерами мы будем с помощью утилиты Docker Compose, поэтому создадим файл Docker Compose YAML, в котором опишем, какие сервисы у нас будут и как они будут взаимодействовать. Так, файл у нас будет располагаться в папке проекта, то есть на уровне с нашим readme и с уже существующей папкой нашей Django. Называем его Docker Compose YAML. Сохраняем и начинаем описывать сервисы. Начнем с самого простого, не требующего каких-то дополнительных настроек. Этим сервисом будет сервис нашей очереди, наш Rabbit. Не Rabbit, а Redis, пардон. Даем ему имя. И говорим, что использовать image Redis restart always. На этом, собственно, с Redis все. Далее нам необходимо докеризировать, то есть создать образ, а потом и контейнер
из нашего Django приложения. Для этого внутри папки WebApp, то есть вот здесь, где мы находимся, создадим файл, который опишет то, каким образом будет собираться наш образ приложения в докере. Обязательно надо проверить, чтобы он был на одном уровне. Да, что он не был в папке src. Вот так. Так, что будет из себя представлять наше приложение? Как мы его соберем? За основу возьмем образ Python. Версия последняя, 3.9. Дальше выполним команду на всякий случай обновить наш образ. Apt-get update. Скажем, что совсем соглашаться, и upgrade. Дальше внутри для удобства установим рабочую директорию. Назовем ее app. Будем по умолчанию работать в этой директории. Скопируем туда наш файл requirements.txt. С таким же именем. То есть просто в нашу рабочую папку. Дальше установим зависимости уже внутри нашего контейнера. И скопируем туда содержимое нашего проекта. То есть исходный код нашего приложения. Дальше необходимо дать команду, которая выполнится cmd внутри контейнера. То есть с помощью Python версии 3 выполняем команду run server. Development сервера нам будет для демонстрационных задач достаточно. Единственное, укажем ему, что он должен слушать все интерфейсы. Необходимо это для того, чтобы наш сервер был доступен снаружи. Так как управляем мы нашими контейнерами с помощью Docker Compose, то в файле Docker Compose YAML необходимо описать этот сервис, как он будет собираться, как он будет стартовать. Описываем. Даем ему имя. Говорим, что рестартовать он должен всегда. Далее надо сказать, как мы соберем контейнер. Build. Все необходимое для сборки. Контекст находится в папке .webapp, а именно Docker файл и все необходимые файлы, которые будут помещены в образ. Еще необходимо сказать, какие порты будут доступны наружу, для того, чтобы мы смогли обратиться к нашему приложению. Стандартный порт 8000, стандартный для Django Development сервера. И команду. Скопируем ее из Docker файла, то есть по сути она ее перепишет, то есть она запустит контейнер из образа с вот этой командой. На этом все. Можно испытать, как работают наши два сервиса. Вот этот более интерактивен. Сервис Redis работает внутри, и пока от него толку мало. Для этого давайте перейдем на уровень выше.
туда, где располагается наш файл Docker Compose. Docker Compose up, поднять нашу сборку и с флагом build. Идут ворнинги, не критичны. Давайте попробуем обратиться к нашему приложению и посмотрим, что оно нам отвечает. Django должна работать. Итак, мы видим, что наше приложение работает. То, что это именно оно, легко убедиться. Если мы выключим наш контейнер, остановим наши контейнеры, то эта страница должна перестать отвечать на наши запросы. Нажимаем Ctrl-C, контейнеры останавливаются. Нажимаем F5 обновить и видим, что уже сервис не отвечает. Up. Наша страница вновь ответила. Отлично. Подготовительные мероприятия закончены. Осталось в соответствии с гайдом настроить Celery для работы с Django. Для этого переходим в соответствующий раздел документации на сайте Celery и идем непосредственно по нему. Значит, вот структура нашего проекта приведена в качестве примера. Первый шаг, который необходимо сделать, это создать дополнительный модуль Celery.py в папке с настройками. Вот мой проект, вот папка с настройками, и здесь необходимо создать этот файл Celery.py. Без всяких промедлений просто копируем содержимое. Здесь все совпадает. В вашем случае, возможно, придется поменять вот эти вот выделенные фрагменты текста. Это название пакета, который у меня proj. В вашем случае это может быть так же, может быть не так же. Так, что дальше? Когда вы все это сделали, в файле init.py добавьте вот такой вот текст. Тоже особо не задумываясь, добавляем его в файл init, который пустой. Автоматически грузим, импортируем application как Celery app из модуля Celery. Идем дальше. Тут идут пояснения, что значат все строчки кода. И настроечка в файле namespace говорит о том, что теперь все настройки, которые относятся к Celery в модуле settings, должны иметь такой префикс, как Celery, нижнее подчеркивание, вот здесь. Тогда они будут относиться к настройкам Celery. И приведено несколько примеров. Собственно, дальше говорится о том, что внутри нашего приложения каждого, напомню, что Django проект состоит из приложений, чтобы автоматическое обнаружение задач работало, рекомендуется создать модуль tasks и все задачи располагать в нем. Давайте создадим заготовку. Так, у меня нет еще приложения. Ну хорошо, тогда останавливаем нашу сборку и создаем приложение. Назовем его main. Вот она у нас появилась. Регистрируем его в настройках. Добавляем в установленные приложения. Main. И уже в него добавляем модуль tasks, в котором Celery и будет автоматически обнаруживать задачи, которые у нее есть. Вот в качестве примера возьмем одну задачку. Виджет не нужен. Теперь создадим view функцию, которая будет обрабатывать запрос пользователя
web request и стартовать задачу, которая будет загружать фотографии. Так, рендер нам не нужен. Вместо этого воспользуемся простым HTTP response. Объявляем функцию. В этом месте у нас будет вызов таска, запуск работы для воркера. И после того, как работа выставлена в очередь, для того, чтобы подхватил какой-то воркер, мы сразу же, ничего не дожидаясь, возвращаем текст. Просто обычный HTML. Давайте свяжем эту функцию в URL. Импортируем модуль views и добавляем еще один пас. Пусть он у нас будет на главной странице, homepage. И все, что мы сделаем, выполняем нашу функцию home. Все, можно убедиться, что это работает. Должно работать. Так, при старте контейнера видим, что получаем сообщение об ошибке, то, что модуль Celery не обнаружен. Судя по всему, произошло это из-за того, что в файле requirements.txt отсутствуют зависимости, в которых отражены зависимости, необходимые для Celery. Да, поэтому в image и, соответственно, в рабочий контейнер это все не попало. Это все легко устранимо. WebApp ls. Теперь наш файл requirements актуальный. Пробуем еще раз. Пересобирается наш контейнер. Видим, загружаются зависимости вместе с Celery. Стартанул Redis. Стартануло веб-приложение. Давайте попробуем. И видим, что наша вьюха работает. Осталось реализовать задачу, то есть донастроить наше приложение, чтобы продюсер, тот, кто выставляет задачу, знал, куда ее выставлять. В нашем случае это брокер Redis. Ну и нам нужен воркер, тот, кто будет эту задачу исполнять. Давайте сначала создадим саму задачу, которую воркеры будут исполнять. Для этого нам понадобится еще одна зависимость. Библиотека requests для того, чтобы скачивать изображение. После того, как оно установится, можно переходить, собственно, к реализации самой задачи. То есть task, который будут выставлять на воркеров и который будет исполняться, качать кота. Давайте сделаем ее. Импортируем библиотеку. Импортируем библиотеку UID для того, чтобы генерировать случайные имена файлов. Ну, еще нам понадобятся настройки Django, тоже для того, чтобы генерировать имена файлов. Так, все импорты готовы. Осталось только прописать константу, откуда мы будем загружать картинки. Cat as a service. Коты как сервис. Облачное название и вариант рандомная картинка cat. По этому URL мы будем получать каждый раз рандомное изображение какого-то кота. То
То есть это основная задача нашей таска, нашего скачивать из интернета котов. Значит, заготовка задачи у нас есть. Даем ей название. Download a cat. На вход ничего не поступает, никаких параметров. И ничего она нам не возвращает. Можно чего-нибудь вернуть. Так, что же делает задача? Первым действием она обращается к сайту для того, чтобы выгрузить кота. После того, как загрузили кота, нужно подготовить расширение. Я возьму заготовку, чтобы долго не писать. Вот такой текст. То есть из ответа вычленяем расширение файла и создаем имя файла. Как мы это делаем? Берем базовую директорию нашего проекта. Это та директория, в которой лежит файл manage.py. Берем мы ее из настроек Django. То есть находимся сейчас в моем случае в папке src. Потом говорим, что полное имя файла вместе с абсолютным путем к нему будет представлять из себя базовая папка моего проекта плюс папка cats, которую надо создать. Вот сюда будут попадать скачанные котики. И дальше случайная строка преобразована в строковый вариант. Потом добавлена точка разделителя и расширение файла. И все это добавлено к вот этой папке. То есть здесь мы сформируем имя нашего файла. Оно будет рандомное. После этого открываем файл на запись. С именем FileName, которое мы на предыдущем шаге сконструировали, в режиме запись в байтах. W говорит о том, что файл перезатрется или создастся новый, если такого нет. И все, что необходимо сделать дальше, пройтись циклом по полученным, скачанным из интернета байтам. In resp. Итерируем по контенту и говорим, с каким chunk size, по каким кускам остается только записать наш chunk в файл f, наш файл write. Вот такой таск, задача которого, когда его вызовут, обратиться по этому URL, получить случайного кота, скачать его, сгенерировать имя файла случайно и сохранить этого кота в эту папку. Так, чего не хватает нашему приложению на данном этапе? Нам не хватает настройки, которая укажет этому приложению, где находится наш брокер сообщений. То есть в моем случае это Redis, то есть куда выставлять задачи, где этот почтовый ящик, куда я положу задачку и ее оттуда заберет воркер. Для этого в настройках, где-нибудь внизу, хотя не принципиально, нужно прописать следующую вещь. Salary — это префикс, означающий, что дальше пойдет настройка, относящаяся к salary. Брокер URL
и строка, которая говорит о том, куда по сети обращаться к очереди, куда посылать сообщения. В моем случае это будет Redis, протокол Redis, очередь Redis и его URL. Плюс порт, на котором он слушает соединение. Это имя нашего сервера DNS, которое с помощью докера резолвится в реальный IP-адрес, и оно должно совпадать с тем, как я назвал сервис в Docker Compose. То есть это имя, по которому разрезолвится реальный IP-адрес моего сервера Redis, и к нему можно будет обратиться. В случае, если очередь реально распределена по нескольким машинам, то тут будет либо доменное имя, либо IP-адрес, который расположен на другом конце сети или даже интернета, как угодно. В моем случае все находится внутри сборки Docker. Итак, задачка у нас есть, осталось ее во вьюхе назначать. Вот мое view функция, которая пока пишет единственное сообщение, что она грузит кота, но не делает этого. Чтобы она это делала, первое, с чего начинаем, это импортируем модуль, в котором наши таски, задачи содержатся. Все, что остается, выставить эту задачу. Download a cat, и чтобы задача запустилась в асинхронном режиме, то есть поставить ее в очередь, отдать на исполнение воркеру, нужно вызвать дополнительный метод delay. Именно он выполняет эту функцию, то есть не запускает функцию, а выставляет ее как задачу, ставит в очередь в асинхронном режиме. Собственно, все. Единственное, надо удостовериться, что все необходимые зависимости есть. Можно попробовать даже уже в таком виде выполнить задачу. Запускаем нашу, пересобираем сборку. И пробуем переобратиться к нашему приложению, чтобы оно уже выставило эту задачу в очередь. Посмотрим, что произойдет. Redis запустился. Обновляем страницу, то есть еще раз обращаемся к нашей view функции и видим, что страница мгновенно перезагрузилась, то есть никаких задержек не произошло, то есть на данном этапе все хорошо. Задача выставлена, она находится в очереди. Единственное, что ее никто на данный момент не подхватил, так как ни одного воркера у нас еще нет. Итак, воркер — это отдельный контейнер, то есть отдельное приложение, работающее, подписанное на сообщение в очереди, ждущее того момента, когда в очереди появится сообщение, готовое взять его в работу и начать выполнять. То есть это отдельный контейнер в нашем случае. Создадим этот сервис в файле Docker Compose, опишем его. Worker. Что будет внутри? Ну, restart always, хорошо. Дальше. Из чего он будет состоять? По сути, это будет то же самое наше веб-приложение. Исходный код тот же, то есть воркеру нужна задача, которую он будет выполнять. Задачи у нас описаны в этом приложении, в приложении Django, в файле tasks, все задачи находятся, то есть исходный код тот же. Чтобы результат был нагляден, нам нужно подключить папку внутрь нашего работающего контейнера, чтобы моя машина
на которой все это крутится, я мог сразу же непосредственно видеть результат работы, а именно скачанные файлы. Для этого подключаем папку Volumes и говорим, что она будет располагаться, то есть локальная папка на моем компьютере с именем cats будет проброшена внутрь контейнера вместо app src cats. Ну и самое интересное, что наш воркер нужно запустить немного по-другому. Я скопирую команду готовую, чтобы долго не писать. Вот здесь все отличие. То есть если в случае с нашим веб-приложением мы запускали веб-сервер, который слушает обращение к нему, к Django веб-приложению, то здесь запускается специальный воркер с помощью команды celery. Указываем, что у нас рабочая директория на шаг ниже расположена того места, где это все вызывается, для того, чтобы имя проекта с модулем celery нашлось в этом пакете. Ну и даем команду, что мы запускаем воркер. То есть должно работать. Ну и еще раз, вот эта папка на моем локальном компьютере, она находится так на уровень выше. Ее надо поднять, у меня ее еще пока нет. Сейчас я ее создам. И папка внутри app src cats. Вот она. Весь этот исходный код будет заброшен в контейнер в папку app. Вот папка src, вот папка cats. Сюда будет наша задача скачивать картинки. Написано это все вот здесь. Вот строится вот таким образом этот путь. Значит, все готово. Осталось всю эту сборку вместе запустить и посмотреть, что все работает. Так, ну все в сборе. Единственное, что на момент записи видео URL, с которой я начинал видео, перестал работать. Нашел другую. Принцип тот же. Ну что, осталось проверить. Итак, вот папка, куда будут загружаться коты. А вот приложение, которое ставит задачи воркерам. Давайте нажимаем обновить. Видим, что никакой задержки не происходит. И вот пошли скачиваться коты. То есть я накликал очень много. То есть у меня в очереди стоит много-много задач. И вот они тихонечко качаются. Воркер берет задачку из очереди, качает, берет следующую, качает, берет следующую, качает, берет следующую. При том, что мое приложение само по себе основное ни на секунду не останавливается. Она ставит задачу в асинхронном режиме и продолжает выполняться дальше. Не ждет завершения скачивания. Этим занимается отдельный процесс. В моем случае вообще отдельный контейнер, который никак не связан с основным приложением. В этом сила, мощь и удобство использования распределенной очереди celery. На этом все. Спасибо. Жмите лайк, подписывайтесь. До свидания.